Давненько у нас на канале не было нового старого ведущего. Пора исправлять это дело и развеивать стереотип о том, что девушкам нет места на технических каналах. Привет! Это канал IT Вердикт. И давненько у нас на канале не было всякой красоты. И, конечно же, это я о рекордере UAS, который мы купили на Алиэкспрессе. Когда мне потребовалось недорогое устройство, записывающее звук, я сразу обратилась к Алиэкспрессу. Рекордер UAS заинтересовал сразу, не только своими характеристиками, но и ценой. Сейчас мы проверим, стоит ли доверять китайскому производителю и на что можно рассчитывать, покупая рекордер за 2000 рублей из Китая. С первого знакомства этот рекордер манит своим внешним видом. С самого начала он напоминает те телефоны, которыми мы пользовались еще до появления смартфонов, когда правила тенденция «чем меньше, тем лучше». У устройства очень хорошая комплектация. В коробку помимо рекордера вложены AUX кабель, USB кабель для подключения к компьютеру, родная петличка с ветрозащитой, наушники-вкладыши и даже чехол. Теперь непосредственно об устройстве. Первое, на что обращаешь внимание, это материал. Металлический серый корпус выглядит очень солидно. Производитель уверяет, что он выполнен из сплава цинка, и, судя по тяжести устройства, это действительно так. Весит рекордер целых 98 грамм. Второе, что привлекает внимание, это миниатюрность и компактность устройства. Его длина всего лишь 100 мм, ширина 36, а толщина 12. Его комфортно держать в руке, и все важные переключатели оказываются под большим пальцем. Ну а дальше замечаешь небольшое дребезжание кнопок, если трясти устройством. И это невольно напоминает, в каком именно магазине и за какую сумму ты его приобрел. Однако этот минус не отражается на надежной сборке корпуса рекордера. Его лицевая сторона напоминает обыкновенный MP3-плеер. На панели расположен монохромный экран размером 128 на 64 точки. Выше экрана находится маленький индикатор состояния записи, а ниже – кнопки управления устройством. И недаром он напоминает музыкальный плеер. Рекордер можно использовать как устройство воспроизведения музыки. Кнопки на лицевой панели отвечают не только за навигацию по меню, но и за смену треков, громкость и прочее. Ниже кнопок расположен динамик. Теперь пройдемся по граням рекордера. На торце диктофона располагаются два порта. Микрофонный порт для подключения петлички и порт вывода звука для подключения наушников. На левой грани имеется кнопка для включения и выключения устройства. Там же расположены разъем microUSB для подключения к компьютеру и зарядки рекордера и слот для карт памяти до 64 гигабайт. На правой грани два переключателя. Самый верхний отвечает за звукозапись. Сдвиг вверх – начало записи звука, сдвиг вниз – конец записи и ее сохранение. Нижний переключатель отвечает за материалы для воспроизведения. При сдвижении переключателя вверх рекордер переходит в режим MP3-плеера, а при сдвижении вниз можно прослушать диктофонные аудиозаписи. Ниже переключателей находится кнопка выбора отрезка для его цикличного воспроизведения. Характеристики рекордера также не оставят равнодушными. Устройство обладает значительной встроенной памятью – целых 8 гигабайт. Для использования рекордера как диктофона этой памяти вполне достаточно. Но если этого не хватит, то UAS предоставляет возможность подключения внешней карты памяти. Емкость аккумулятора, по заверению производителя, равна 1430 мАч. Этого заряда хватит примерно на 72 часа записи звука, но, скорее всего, при минимальном битрейте. Рекордер, к сожалению, пишет только в моно, но зато ему подвластна запись в MP3 и в WAV. Битрейт, который можно выбрать для MP3 – 32, 64, 128 килобит в секунду. Битрейт для WAV – 512, 1024 и 1536 килобит в секунду. При этом музыку устройство поддерживает в таких форматах, как MP3, VMA, FLAC, APE, OGG. Воспроизводит ее уверенно, громко, однако не в сравнении со звучанием, например, современных смартфонов. К наушникам UAS привередлив.
В каких-то он звучит на уровне смартфона, а в каких-то... В любых наушниках будет чувствоваться недостаток низких частот. В общем, рассматривать это устройство как полноценный плеер для качественного прослушивания музыки не стоит. Аудиофилы будут в шоке. Но возможность слушать музыку есть, и это, как я считаю, плюс. А к минусам можно отнести то, что нет возможности посмотреть список воспроизведения. Ну и, конечно, не забуду рассказать о ништяках, которые есть в этом рекордере. Первое – это русифицированное меню. Да, рекордер из Китая. Да, язык русский. Да, не такой корявый, как в описаниях товаров на Алиэкспрессе. Второе – активация записи голосом. Рекордер начнет писать звук только тогда, когда услышит голос. Третье – возможность запаролить записи. Четвертое – запись по таймеру. Можно задать рекордеру время, когда ему нужно начать записывать. И последнее – возможность менять скорость воспроизведения. Да, с такими плюшками можно почувствовать себя настоящим агентом 007. А вот и самая важная часть выпуска – примеры записей на рекордер. Сравнивать будем с наиболее универсальным и популярным рекордером Zoom H1. Он немного из другой ценовой категории, однако в данном случае его можно рассматривать как ориентир. Итак, сейчас идет запись на рекордер Zoom H1. Раз, два, три. А сейчас ведется запись на рекордер ULOS. Раз, два, три. Теперь вы слышите запись голоса на Zoom H1 с помощью петлички Boye. Раз, два, три. Раз, два, три. А сейчас запись с этой же петличкой, только на рекордер ULOS. Раз, два, три. Раз, два, три. А теперь усилим мой голос при помощи монтажа и послушаем, что получилось. Раз, два, три. Раз, два, три. И вот какие замечания появились сразу. Первое, что немаловажно. На рекордере нельзя настроить уровень входящего сигнала. И если в случае записи на встроенный микрофон она получается вменяемой, то при использовании петлички сигнал получается совсем слабым. Его можно будет усилить при монтаже, однако, как ни крути, это минус. Теперь по звуку. Голос рекордер пишет очень даже хорошо, и единственное, что сказывается на качестве записи – наличие фонового шума. Притом и на записи на встроенный микрофон, и на усиленной записи с петлички. Тут этот фоновый шум гораздо заметнее, чем на Zoom, и это, пожалуй, главный, но в то же время легко устранимый недостаток. Посмотрим, что получится после удаления шума. А теперь усилим мой голос при помощи монтажа и послушаем, что получилось. Раз, два, три. Раз, два, три. Обработка голоса заняла меньше минуты, и в итоге мы получили вполне сравнимый с Zoom H1 звук, который будет уступать только при детальном анализе записи. В целом, звукозапись рекордера ULOS на очень приличном для своей цены уровне. Теперь подведем итоги. ULOS неплохое устройство начального уровня для различных записей, будь то лекция, вебинары или ведение своего блога на YouTube. Кроме ASMR записей. Им это устройство не подойдет. Из минусов напомню. Фоновый шум, который не позволит вам писать хорошо музыку. Монозапись, нельзя записывать стереозвук. И нет возможности настройки уровня усиления сигнала. Возникает необходимость поработать со звуком. И несмотря на эти минусы, рекордер имеет большое количество плюсов. Хорошая запись голоса, надежная сборка, емкий аккумулятор, простота и удобство управления, возможность использовать как плеер и прослушивать записи, цена и комплектация. Проанализировав все плюсы и минусы, я с уверенностью могу рекомендовать это устройство к покупке. И на этом все. Спасибо за внимание. Пишите свои отзывы об этом рекордере в комментариях и еще расскажите, в каких бы целях вы использовали этот диктофон. Рада была снова увидеться. Удачи!